Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок на Яндекс.Дзен, Рутюб и Телеграм. Сегодня мы с вами будем довязывать нашу кофточку. Основу мы связали, она вяжется очень просто. Теперь наша задача связать рукава, объединить все вместе, связать круглую кокетку и резиночку с обвязкой рачьим шагом. Предлагаю посмотреть. Сегодня продолжаем вязание самой модной кофточки сетки. Первая часть мы провязали по кругу сетку, провязали, отложили в сторону. Теперь наша задача, не бойтесь того, что я скажу, мы будем вязать рукав. Как соединять, не бойтесь, это очень просто, каждый справится, абсолютно каждый. Наша задача набрать, я набрала 42 петельки, соединила в круг, и как мы вязали резиночку на бедрах, точно так же связать резиночку. Почему 42? Это возможно абсолютно любое количество, то есть вы замеряете, одеваете на ручку, вы знаете, что, как правило, резинка растягивается, слишком большую не делаем. Вот у меня 42. Раппорт узора делится на 7 петелек. Ромбов у меня будет 6, то есть нужно обязательно просчитать одинаковое четное количество ромбов. Провязали основу. 13 воздушных петель, 13, как мы с вами вязали, набираем. Провязали 13 воздушных петель и считаем 1, 2, 3, 4, в пятую соединительный столбик, 2 воздушные, внизу пропускаем только один лишь столбик и соединительную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и продолжаем. У меня получилось 6 вот таких арочек, то есть будет 6 ромбов. Как вязать ромбы, вы знаете. Самое главное, что хочу сказать, четное количество нужно набрать на рукав, четное количество ромбов. То есть если рука по объемнее, пополнее, набираем количество на резинку больше, но она должна делиться на 6, на 7. Да? 7 воздушных, 7 столбиков раппорт узора пока на рукавчике. Вяжем, допустим, несколько ромбиков 3 в таком режиме, потом увеличиваем не 2 воздушные петли, делаем 3. То есть немножечко делаем расширение. Больше расширять мы не будем, потому что ромбы сами по себе достаточно хорошо увеличиваются. Пока они будут у нас такие скромные в начале рукава, потом ромбики будут у нас выглядеть хорошо. Увеличивать искусственно их не надо. Как вязать ромбы, вы знаете. Вяжем ромбы на всю длину, до проймы, да, то есть у каждого это, естественно, разное расстояние, но лучше всего измеряем до проймы. Сколько у меня будет, я в сантиметрах вам расскажу. Пока просто вяжем ромбы, которые мы знаем, которые мы умеем. Тут ничего не меняется. Самая главная задача, она 1, 2, 3, 4, 5, она очень простая. Как потом соединить 2 рукава, вяжем один рукав, вяжем второй рукав. И я покажу, как вывязывается общая кокетка круглая и горловина. Мы будем ее немножко сокращать потом, но это уже в процессе вязания. Обязательно смотрите видео до конца и не бойтесь, что это будет сложно. Это самая легкая кофточка для вязания. Провязали отдельно рукава. Я провязала где-то 8 клеточек. Получается до проймы 8 клеточек. И где-то 10 клеточек у меня получилась сама кофточка. Теперь самый главный процесс соединения. Он очень легко соединяется, поэтому не боимся. Разложили вот так вот ромбами наше тело и рукавчик. Вот я рукав довязала, у меня тут еще ниточка осталась вот между. И половинка ромба. Вот сюда. Вводим крючок и закрепляем. Все, соединение наше произошло. Что делаем теперь? Теперь соединительными столбиками
как мы делаем в каждом рядочке, когда ряд заканчивается. Мы переходим в самую вершинку ромба и начинаем обвязку воздушными петельками. Причем мы делаем воздушные петельки теперь уже по всему объему. И рукава 1, 2, 3. И смотрите, что мы делаем. Мы присоединились. Вот, все, мы привязали. Вот. Теперь наша задача, смотрите, сделать воздушные петли, рукав. С другой стороны обходим рукав. Вот рукав, вот наше тело. Между ними делаем воздушную арочку. И вяжем, вяжем, вяжем до следующего рукава. Следующий рукав. Вот. Я также скрепила маркеры. Вот. Со стороны спинки обвязываем. Опять по кругу проходим рукав. И уже впереди точно так же вяжем воздушную петельку. А там, где маркер, надо будет просто-напросто уже потом провязать ниточкой, завязать. И все. И у нас уже вот оно будет соединение. Отдельно тело, отдельно рукав. А сверху наша задача вот так по кругу. Так, все обвязывать. Вот такое легкое соединение. Первый ряд вяжем, потом начинаем немножко уменьшать кокетку. Что получается? Вот я провязала первый ряд. Вот мы начинали с серединки ромба, воздушные петли. Вот они все. Вот у меня спинка, вот рукав. Вот между ними воздушная арочка. И воздушная арочка, вот, которая соединяет опять. Вот у меня перед, вот у меня рукав. Точно так же мы соединяем. Вот. То есть вверху у нас круг. А вот здесь в центре мы связали. Вот и все. Точно так же, как мы вязали, довязываем наш рядочек и смотрим уменьшение следующего ряда. Такое соединение. Провязала первый ряд наш соединительный. Вот получились наши ромбы. Пройма, все здорово. Теперь нам нужно немножко подсократить. Если мы с вами вязали, набирая 13 воздушных петель, 6,6 столбиков, теперь я предлагаю 10 набрать, провязать 5 и 5, и потом 8 и 4 столбика. То есть нам необходимо сделать уменьшение. Точно так же мы соединительными столбиками переходим в наш верх ромба. Я предлагаю провязывать не 3 воздушные петли, а 2. 1, 2. Соединили. И 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушных петель. И соединяем наш ромб. 1, 2. Вот. А столбиков мы будем с вами вязать 5 и 5. Это будет один ряд. Второй ряд я предлагаю провязать 8 воздушных петель, 4 и 4. И посмотрим, как вязать дальше. После того, как я провязала, объединила вот наш маркер, рукавчик и тело, один ряд я провязала 13 воздушных петель, как мы с вами разговаривали. Потом я уменьшила до 10. И 2 рядочка я провязала 8 и 8 воздушных петель. И, соответственно, 4 столбика и 4 столбика. Вот, у меня получилась вот такая пройма. Опять же, нужно обязательно мерить. Если у вас ручки полные, значит, нужно чуть больше провязать. Если ручки стандартные, то провязываем. У меня получилось где-то 15-16 сантиметров пока, да? Теперь начинаем еще больше сокращать. Уже начинаем выходить на вязание горловины. Каким образом? И сокращение, соответственно. Вот я провязала 4.
и 4 мы теперь верхушку добираемся соединительными столбиками, как обычно. 2 воздушные петли мы оставляем. И теперь мы провязываем всего лишь 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Вот. 5 воздушных петель. Тут у нас будут 2 петельки и опять 5. То есть мы начинаем сокращение нашей кокетки и двигаемся по направлению к обвязке горловины. После того, как мы обвязали 5 воздушных петель и 2, начинаем вязать резинку. 1, 2, 3. 1 столбик мы вяжем там, где 2 воздушные петельки. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Мы вяжем там, где у нас воздушная арочка была из 5. То есть мы делаем сокращение. Опять 1 столбик и 3. 1, 2, 3. Первый ряд у нас будут просто столбики, а потом мы будем вязать рельефные столбики, как на резиночке, лицевой и изнаночный. Немножечко скруглили горловину, уже подуменьшилась намного. И теперь начинаем вязать просто-напросто резиночку. Рельефный, лицевой, изнаночный. Сама резинка, она тоже очень хорошо стягивает вязание, и будет прям заметно уменьшение. Воздушную петлю сделаем одну. И первый столбик провязываем рельефным, лицевым. Следующий рельефный, изнаночный. Провязываем рядочка 3-4. И наша кокетка будет готова. Вот такая горловина у меня получилась. Буквально 4-5 рядочков. Вот она. Больше ничего не убавляла. Вот как я вам показала. Просто-напросто рельефная резинка, она всегда немножечко стягивает. И последний ряд, для того, чтобы резинка не растягивалась, чтобы всегда выглядела аккуратно, я предлагаю связать рачий шаг. Что это значит? Это воздушная петля. Сделали мы. И идем в обратную сторону. Столбик без накида, только не как мы с вами привыкли, справа налево, а слева направо двигаемся. Вот петлю заводим в петлю и провязываем 2 петли вместе. Смотрите. И тогда резиночка наша будет аккуратно выглядеть, она не будет растягиваться. И красивое завершение любой работе. Вот. Предлагаю связать. И тогда наша работа будет готова. Вот такая модная кофта-сетка. Расход пряжи на нее примерно 250-300 грамм на 46 размер. У меня слонимский микс, полушерсть вместе с рукавами. Расход чуть, конечно, больше, чем обычно. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Эта кофточка у меня уже была, но тем не менее всегда интересные работы повторять. На Яндекс.Дзен смотрим, на Рутюбе смотрим, в Телеграм-канале смотрим, подписываемся, обязательно пишем комментарий. До новых встреч!